Добрый день, мои хорошие, вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня в нашем видео обзоре будет участвовать 3 изделия. Джемпер с плечами-погонами в виде таких рельефных красивых узоров по погонам, по плечам. Кардиган будет с ажурными рукавами, реглан. И у нас будет вот этот джемпер, который перед вами, красивейшим узором косы в ажуре. Джемпер вяжется очень легко, в стиле классика. У нас все детали вяжутся снизу вверх, отдельно, и затем сшиваются. Рукавчик используется сакатом. У нас начинается вязание с нижней планки и вяжется резиночкой 1 на 1. Планка выполняется на любую высоту, которая вам угодна. Дальше у нас идут планки, также рукава. Начинаются с планк резинками и обвязка выреза горловины, а обычного выреза в виде тоже резинки 1 на 1. У нас есть такая небольшая изюминка у модели, обратите внимание. Дизайнеры предлагают нам рукавчик с воланом. Это такая как бы вещь необязательная, то есть вы, в принципе, если хотите, можете воспользоваться идеей дизайнера, можете просто сделать обычные классические рукава с началом просто резинки. Наборный ряд любой, фабричный, какой хотите, итальянский и так далее. Теперь, что касается данного джемпера, у нас по всем деталям идет этот красивый узор. У нас по спинке, рукавам он используется. И здесь такая вещь, расположение вот этого узора, схема перед вами. Надо сделать так, чтобы у нас вот эта ажурная часть оказалась ровно по центру. И с двух сторон у нас зеркально-симметрично располагались вот эти жгуты на 4 петлях, вот эти, которые вот слева сейчас идут с переплетениями. 4 петли у нас раппорт этого жгута. И 4, кстати, ряда в высоту. Данный узор целиком раппорт занимает 21 петлю и 20 рядов в высоту. Давайте поговорим про условные обозначения. У нас горизонтальная черта традиционно изнаночная, круг накид, вертикальная черта лицевая. Вот эти треугольники, 2 вместе лицевой с наклоном конкретно влево, этот треугольник, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И вот эти знаки перекрещивания 4 петель направо, и вот этот знак 4 петли перекрещиваем налево. Таким образом образуется переплетение на 4 петлях 2 на 2. 2 лицевые перед работой и за работой. И мы их меняем местами. Так, я вам хочу порекомендовать вот такую выкройку. Выкройка классическая. Рукав с акатом здесь используется. Для расчета вы можете воспользоваться моими бесплатными уроками. Ссылка есть под видео. Бесплатный видеоурок по расчету джемпера. Для того, чтобы сделать такой расчет, вам нужно связать образец узора, рассчитать плотность по вертикали, горизонтали. Все это я наглядно показываю в своем видеоуроке, как это сделать, как сделать влажную тепловую обработку образца, тоже показываю. И потом, используя плотность, 2 эти наши цифры плотности, мы будем считать петли и рассчитывать ряды узора. Красиво, правильно расположить узор. Сейчас обратите внимание, показываю вам. Смотрите, у нас идет наш красивый ажурный узор по центру изделия, да, и также он идет у нас по спинке, абсолютно так же. Обратите внимание, по спинке он тоже также по центру. В зависимости от пряжи, плотности и расчетов у вас может получиться, что по центру будет идти на ваш конкретный размер, например, жгут. Но это тоже ничего страшного нет. То есть здесь от многих факторов зависит расположение узоров. Давайте перейдем ко второй модельке. Вторая модель. У нас используется рукава погон.
тоже, в принципе, классика со спущенными вот этими плечами. Вы видите, выкройка простая совершенно. Хотела бы порекомендовать это изделие для начинающих мастериц, поскольку очень простой узор, асимметричный. Вы видите, что у нас одна часть связана этим асимметричным рельефным узором, а вторая лицевой гладью. Шикарно смотрится. Рукава погон, конечно, это главное украшение. К сожалению, вот не показано, как они располагаются на девушке сбоку, но это шикарно смотрится, я уверена. Единственное, что меня в данной модельке смутило, скажу вам честно, это то, что слишком вот здесь, видите, не подрасчитано, слишком вырез широкий. Чтобы этого избежать, я думаю, что на выкройке вам первоначально нужно, то есть высоту выреза горловины под себя отрегулировать. Не как по выкройке сделать, а чуть меньше. Например, всего 2 сантиметра ее сделать в высоту. Тогда будет красиво здесь лежать все. Или резинку, обвязку сделать более широкой, более высокой. То есть здесь вот такой вот нюанс, который я обращаю свое внимание как вязальщица. Думаю, что многие со мной согласятся. Но, вы знаете, стиль, в общем-то, сейчас такой очень популярен, когда все свободно, все вот так вот, знаете, может быть, вы захотите, чтобы у вас наоборот такой вырез был глубокий, широкий, чтобы, например, плечо оголять там, да, то есть так кокетливо. То есть каких-то одних стандартных решений здесь не бывает, поэтому, пожалуйста, по своему усмотрению, по своим мечтам и фантазиям работаем. И у меня есть описание для данной модели, выкройка и схема. Давайте посмотрим. Вот так выглядит у меня описание, из журнала вырезано. Вот так у меня выглядит выкройка. Смотрите. Ну, здесь очень хорошо видно, как у нас вяжется. Смотрите, вот про какую глубину выреза горловины я говорила. Вы видите, высота стоит 5,5 по переду. Сделайте ее 2 сантиметра. Сделайте ее 1 сантиметр, чтобы за счет того, что вот сюда по этим скосам плеча вы затем будете пришивать вот эту часть погона, то здесь у нас уже само по себе, смотрите, погон 6 сантиметров, да, то есть по 3. То есть 8,5 сантиметров у вас по переду получится вот этот вырез. Ну, в принципе, это стандартная глубина выреза, я не знаю. Но у девушки уж он прям широкий-широкий выглядит слишком. Поэтому за счет резинки регулируйте, когда планку будете вязать. Красиво, конечно, придумано. Такой рукав у нас, в принципе, несложно вяжется. И вот этот красивый рельефный узор, кстати, шикарно смотрится, легко вяжется. Смотрите, какая простая схема. Да? Вот у нас раппорт показан. И смотрите, у нас лицевые петли, это пустой квадратик. Далее горизонтальная черта изнаночная. И вот это перекрещивание идут 2 петель лицевых направо и налево. Вот и все. Ажура здесь нет. Все плотной вязкой. Ну, лицевую гладь вы тоже умеете все вязать. Вот здесь у вас есть описание, девочки, и все подробнейшим образом расписано по разным размерам. Поэтому, наверное, не стоит много говорить лишнего. Могу приблизить вам узор, чтобы было более, может быть, доступно, кому понятно. Резинка у нас используется 1 на 1. Также по низу, по вырезу горловина, кстати, обвязывается, не пойму чем, по-моему, платочной вязкой или изнаночными, что ли. Или просто тут все раздваивается. Ну, не факт, я бы резинкой 1 на 1 в одном стиле, да, как бы обвязала. Так, и давайте перейдем к третьей модели. Там просто шикарнейшая модель нас ждет впереди. Эта модель мне нравится больше всех, которые я сегодня вам показала, за счет это кардиган, который связан с рукавами реглан. У нас ажурные рукава, очень красивые, и рельефная вязка спинки переда и
У нас используется сегодня два узора, и оба узора у меня есть схемы. Конструктивно. Данную модель вязать довольно-таки просто. Все детали у нас вяжутся раздельно, снизу вверх. У нас с вами цельновязанная планочка используется. Вы видите, резиночка 1 на 1 идет по планочке. Здесь у нас используется длинная резинка по рукаву, резиночка 2 на 2. Вот. И красиво такая линия регланная, видите, да? Что здесь, на что стоит обратить внимание? На узор. Узор, который у нас идет по спиночке. Смотрите, приближаю. Это рельефные такие переплетения на двух лицевых петельках. Перекрещиваем постоянно лицевые петельки. Узор очень-очень простой. Смотрите, как смотрится спинка, хорошая посадка, очень красиво, да? Рукава прямо в тему, вот эти длинные резиночки очень эффектно смотрятся. То есть кардиган реально с изюмкой, с выдумкой, такой, знаете, классический реглан у нас идет. Все детали мы вяжем снизу вверх, раздельно, потом сшиваем. И для такого дизайна я подготовила вам выкройку. Мною, девочки, вам будет рекомендоваться. Здесь все детали раздельно. У нас идет цельновязанная планочка. Конечно же, размеры вы можете ставить свои. Здесь у нас используется 3 размера на выкройке стоят, но все равно, конечно же, требуется коррекция. Рост у всех разный, разное телосложение, поэтому здесь, конечно, нужно поработать над цифрами и сделать свое индивидуальное описание. Ссылочка, еще раз повторюсь, на бесплатный видеоурок по расчету петель и рядов у меня будет под видео. Так, и самое главное, давайте посмотрим, это схемы. Смотрите, рельефные у нас получаются ромбики, такие ажурно-рельефные. Ромбики красивые. И схема. Приблизила вам планочку, чтобы вы оценили, как здесь вырез горловины хорошо выполнен. Какая планочка у нас идет по рукавчику. Видите, да? Вот, красиво. Все очень аккуратно сделано. Хорошее изделие. Можно его рекомендовать и повторить. Красиво, хорошо смотрится. Итак, схемочки у нас, девочки. Рукавчик. Вот такая схема ажурного узора. Это рукав у нас идет. Раппорт выделен розовой линией в центре. Начинать желательно вот с этих петель справа, заканчивать узор вот с этих петель слева. И сколько вам нужно узоров в центре раппортов, считайте по своему размеру конкретно. Высоту это 16 рядов занимает такой ажурный ромб. Условное обозначение. Значит, условное обозначение. Вертикальная черта – это лицевая петля. Круг, накид, треугольник, вот такой треугольник, 2 вместе лицевой с наклоном влево, и вот этот треугольник 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот этот знак обозначает 3 вместе одной лицевой петлей с выделением центральной петли, так чтобы вторая петля у нас лежала поверх следующих 2. Вот таким образом. Будет получаться красиво. Так. И маленькие косы. Вот так выглядит. Это переплетение. 4 петли занимает ширина узора и 6 рядов высота этого раппорта. Здесь переплетаются 2 лицевые все время направо. Перекрещиваются 2 лицевые направо. Ну и все это повторяется. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Я вам показала шикарные 3 изделия, которые
из которых ну, просто невозможно настоящей вязальщице пройти равнодушным. Я, например, не могу проходить мимо красивых изделий вязаных. Вот, я думаю, что многие из вас также как бы повернуты на этой теме красивое вязание. И до новых давайте встреч, мои дорогие. Будем искать красоту в следующих видео.